Приветствую вас на канале независимого партнера компании Herbalife Nutrition. Меня зовут Сергей и я консультант по питанию. В этом видео мы будем разбирать основные часто задаваемые вопросы и развенчивать мифы. Если вы не смотрели это и это видео, обязательно, пожалуйста, посмотрите. Я прикреплю ссылки, они будут в описании. И используйте временные коды для того, чтобы перейти к какому-то вопросу, на который вы хотите получить ответ. Все будет в описании и в комментариях. Итак, начинаем. Часто слышу утверждение: Herbalife — это химия. На этот вопрос я уже отвечал в одном из видео. Еще раз. Давайте разберемся. Так говорят, как правило, те, кто не понимает, что такое белки, жиры, углеводы. Давайте разберемся, откуда вообще растут ноги, у этого утверждения. И для начала хочу спросить вас. Вы вообще оценивали, сколько химии вы каждый день в себя потребляете? Покупая продукты в магазине, везде, в каждый продукт спрятано очень много химии. И то, что в виде какой-то котлетины у вас там лежит, который вы пожарили, это не говорит о том, что это чистый продукт и не содержит ничего вредного. Там тоже много всяких разных веществ. Поэтому то, что в другой форме непривычное для вас, вы считаете химией. Основной главный продукт Формулы-1 компании Herbalife Nutrition — это протеиновый коктейль. Что такое протеиновый коктейль? Это белковый коктейль, если перевести в наш язык. Белковый. Белки, все вы знаете белки. Мясо, белок, там яйца, белок и так далее. На 25% организм состоит из белка. Белок очень важен. Каждый день должен потреблять организм белок для того, чтобы функционировал вообще организм. Но его потреблять можно в разном виде. И можно потреблять в виде куска мяса, который долго усваивается, часто усугубляет ситуацию, систему пищеварения ломает и мешает, в принципе, себя хорошо чувствовать и иметь много энергии. А есть изоляты. То есть изолят молочного белка и растительного белка, если простыми словами говорить. То есть взяли сывороточный этот белок, засунули в банку и взяли изолят какого-то растительного белка, например, соевого, и засунули в банку. Все, это обогатили витаминами и в той пропорции, которая будет приносить пользу. Мы самостоятельно не сможем себе создать никакой такой коктейль, который бы прямо по микроэлементному составу приносил пользу. Потому что где-то чего-то будет больше, где-то чего-то будет меньше. И результат, конечно, не будет таким ожидаемым. Так вот, по поводу химии. Вот если у нас раньше сникерс было в диковинку, но мы привыкли к нему. Сникерс, обычный батончик, когда мы попробовали, нам вкусно, нам понравилось. И теперь это как обыденность наша, не вызывает никакого восторга и ничего нового. То же самое и в порошковом виде. Коктейль, который можно развести жидкостью, можно кисломолочный продукт, а можно вообще постряпать из него. То есть обычный будет какой-то пирог, например, или кекс, например, и это будет уже в привычном виде. И это то же самое, но будет уже намного полезнее и питательнее для организма. И если вы говорите, что Herbalife — это химия, а пьете алкоголь, то здесь я уже ничего не могу вам больше добавить. Поэтому здесь каждый должен логически для себя продумать этот вопрос. И такие заявления, они смешные на самом деле. Еще один такой интересный вопрос есть, когда говорят, даже не вопрос, а утверждение, мне говорят: у меня там знакомая, я есть там знакомый. Сразу видно, что человек придумывает ситуацию, у него вот этот вопрос сидит, и он не знает на него ответа, и он говорит, что у него знакомая, которая там пила Herbalife, у нее что-то там отказала, а кто-то там вообще умер. Ребята, это серьезное заявление. Если бы так было, то за 40 лет, уже сейчас 40 лет компания существует, компанию давно бы закрыли. И в 96 странах мира. И это бы все передалось туда, это же бы естественным образом дошло. И, соответственно, и там бы провели бы более подробные исследования.
таких ситуаций нет и не будет, потому что от натуральных продуктов невозможно умереть. Вот от колбасы в долгосрочной перспективе и от печенья легко, но это все будет как раз-таки следствие, причина как раз-таки то, что мы едим. И за клевету, кстати, у нас в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность. Если вы говорите, что кто-то там, чего-то там, вы, пожалуйста, аргументируйте и познакомьте консультантов своих с теми людьми, которые где-то там, что-то там, у них там случилось негативное. Как правило, это необоснованные вещи. И еще нужно такой момент для себя уяснить, что если вам кто-то говорит, что я вот начала пить или пользоваться продуктами Herbalife, и мое самочувствие только стало хуже, у меня обострилось то, сё, пятое, десятое. Но давайте посмотрим, что вы ели 20 лет до Herbalife. И оно бы у вас, возможно, обострилось и не подключая Herbalife. Просто нужно было чуть-чуть подождать, вот и все. Но просто стечение обстоятельств пришла та ситуация, сложились так обстоятельства, и, возможно, тот кусочек, лишний кусочек колбасы или какой-нибудь зефирки принес вам вот эти вот радости, но вы все благополучно свалили на Herbalife. На самом деле Herbalife или какая-то другая компания, неважно, из 2000, ну, возможно, вы бы говорили точно так же про нее. И для себя просто решите. Пока вы не попробовали и не сложили своего мнения, ну, здесь не надо так говорить, что кто-то там, где-то там, а я пробовал, хотя на самом деле вы вообще не пробовали, вы только читали или видели со стороны. И, ну, здесь, я думаю, вы поняли, да, как нужно поступить. Некоторые говорят, что Herbalife в Америке или в каких-то странах Европы вообще запрещен. Ну, здесь я скажу, это ложное утверждение, потому что изначально, как он был разработан и основан в США, так он является одной из стран, из 96 стран, где официально это все разрешено и доступно к реализации. Поэтому такие утверждения, они не обоснованы. И если в какой-то стране еще нет Herbalife, то это не значит, что он там запрещен и что нельзя им пользоваться. Возможно, придет время, и там откроется официальное представительство, где вы можете прийти и напрямую взять продукты. А пока вы можете пользоваться каким-то методом доставки и пользоваться для себя. И еще по поводу Соединенных Штатов Америки и фастфуда, да, есть такой вопрос. Ну, если у них такой Herbalife там хороший, почему они все такие там полные ходят? Ну, если возьмем историю, посмотрим, фастфуд у нас, эра фастфуда, она стартовала с 50-х годов 20 века, а компания Herbalife, она основана в 80-м году 20 века. И просто отвечая на этот вопрос, фастфуда сейчас там больше, чем Herbalife, но всему свое время, и все идет от человека к человеку. Насколько, в принципе, нация заботится о здоровье, настолько, в принципе, и будет пропаганда здорового образа жизни и сбалансированное питание. Поэтому, если вам интересна тема консультанта по сбалансированному питанию, пожалуйста, у нас есть курсы, вы можете обучиться быть консультантом для себя, для своей семьи или помогать нам, потому что статистика, увы, печальная, и нам требуются консультанты, те люди, которые хотят помогать и освоить эту профессию и зарабатывать деньги, сидя дома или, да, возможно, вот, допустим, в клубе здорового образа жизни в том месте, где вы сейчас находитесь. А теперь про секту и про пирамиду. Наверняка это вам любопытно узнать, потому что многие себе в голове еще держат вот эти мысли, что Herbalife это секта. Но в принципе, если так посмотреть, да, если вам так удобно, но пусть это будет секта. Да, это союз единомышленников, который помогает людям сбалансировать рацион, приобщить их к здоровому образу жизни, улучшить самочувствие. И главное это отличие в том, что у нас есть продукты, которые помогают. Это те продукты, которые в принципе просто реализуются через дистрибьюторскую деятельность, через дистрибьюторскую сеть. И вот и все. Я учу других консультантов, они учат еще одних консультантов, и этим самым мы помогаем людям.
Если мы возьмем как таковую секту, да, как правило, в секту просто деньги несут безвозмездно и все. А здесь люди покупают, как в магазине, те продукты, которые в принципе считают нужным, или те, которые рекомендует им консультант. Поэтому, если вы хотите узнать, что такое секта, загляните, пожалуйста, в Википедию или в какой-то другой справочник, посмотрите. Просто если вы ассоциируете союз единомышленников, который хочет помочь людям улучшить себя, заняться активностью больше физической, быть здоровее, богаче, счастливее, то, в принципе, можете и дальше так считать, что это секта. Тогда, в принципе, любой фитнес-клуб можно считать сектой. По сути, цели одни и те же. Или, допустим, любое предприятие структурное, где есть руководитель и работники, которые производят какую-то продукцию, и их продают маркетологи, например, и продавцы. Это тоже секта. Надеюсь, я ответил. Теперь по поводу пирамиды. Пирамидой назвать можно в принципе любое структурное подразделение, как я уже сказал, любое предприятие, которое производит какой-то продукт и заинтересовано, чтобы этот продукт был как можно больше реализован и стоял во всех странах, во всех магазинах и тем самым, скажем так, реализовывался. Для этого есть маркетологи, есть реклама, есть другие какие-то методы продаж. И конечный, соответственно, потребитель, который покупает это или не покупает. Так вот, Herbalife не более чем то же самое, только здесь реализуется, как я уже сказал, через дистрибьюторскую деятельность и не тратит компания деньги на рекламу, потому что если бы тратились деньги на рекламу, а как правило это 50-80% плюс к товару, то тем самым Herbalife стоил бы еще значительно дороже. А поскольку он реализуется от человека к человеку методом прямых продаж через дистрибьютора, соответственно, у нас и стоимость адекватная, и качество не теряется. Соответственно, никаких подделок, потому что отвечает за это центр выдачи официально, где это все хранится должным образом и реализуется нам, конечным потребителям, в таком виде, в котором и должно быть. Многим людям как раз таки это и мешает. Мешает начать пользоваться продуктами сбалансированного питания неудачный опыт каких-то там людей, где-то там в интернете прочитали, может кто-то вам что-то рассказал, что они похудели на Herbalife и потом опять набрали. Да, действительно похудели, потому что создали большой дефицит калорий, да, у них все было хорошо, вес снизился. О качестве снижения веса и самочувствия это отдельный разговор, но то, что люди обратно потом набирают, есть такое. Я снимал видео, посмотрите, пожалуйста, вот это видео, если вы еще не видели. Причины, почему мы набираем вес и почему вообще Herbalife не работает. Ссылки также будут в описании. Так вот, когда человек заканчивает программу снижения веса, не закрепил результат, не сформировал привычки питания, нет понимания, нет знаний, то есть он не слышал консультанта, грубо говоря, варился сам в себе, что-то где-то маленечко старался сам и не закрепил вот этот вот пищевой формат. Получается, что когда он отказался от продуктов питания Herbalife, он вернул те продукты питания, которые у него были до этого. Они само по себе, да, скажем так, пришли. Когда у нас члены семьи продолжают также некачественно питаться, а мы прежде всего, когда меняемся, мы не подходим с точки зрения я, мол, хочу оздоровиться, я хочу там поменяться, а вы, мол, как хотите, так и хотите, да. Мы доносим все-таки людям, прежде всего членам семьи, как нужно, и это все идет сразу в семью, и от этого, то есть, зависит, вернутся ли наши те прошлые продукты, поскольку они покупаемые, они дома у нас есть, они в свободном доступе. Тогда, когда нет Herbalife, мы берем печеньки, которые ест муж, например, или ребенок. Потому что вот они здесь лежат. Или муж говорит, пойдем чай попьем со мной. А вы как бы и не хотите, ладно, пойдем за компанию. И вот они лежат у вас в свободном доступе. Вы взяли одну, взяли две, три, съели и все. И это постепенно все вернулось.
те самые продукты, а порочный круг замкнулся. Если мы говорим о питании, в принципе, это углеводное питание. К углеводам мы быстро привыкаем, особенно к простым. Это порочный круг тяжело разорвать. И вот и все. А от них очень быстро прилетает калорийность, которая формируется в виде жира на боках и так далее. И тем самым у нас организм, поскольку этап закрепления был пропущен, удержания веса, не привыкли, не перестроились процессы в организме, все, у нас организм возвращает постепенно, не сразу, постепенно возвращает то, что было. Ну, если человек уж наплевательски совсем относится к питанию, он еще и сверху наберет. Но это уж надо постараться, чтобы набрать за полгода, чтобы не сформировать, точнее, за полгода те привычки питания, которые, ну, все-таки как-то хоть помогают задуматься, а потом, как вообще-таки удерживать надо вес, да? И консультанты, грамотные консультанты говорят клиентам своим, что вы обратите внимание, это важно, подключайтесь на школу питания, слушайте информацию, читайте в чатах, что вам пишут, задавайте вопросы, тем самым у вас на подкорке это останется. И такой рацион сформируется, что вы забудете вот это вот слово «я наберу опять», и вот этих страхов не будет. А если уж ваш так случилось, и вы смотрите это видео, пожалуйста, не пишите этим людям или скажите, что это лично мой опыт, это мой... Ну да, я сама виновата или виноват, что вот, пустила питание и вернула свое питание, которое было. Но я думаю, у тебя получится. Вот так нужно делать. А теперь обратная ситуация, когда человек говорит, я пользовалась или пользовался продуктами Herbalife и не похудел, или что-то там еще, не получил результат в общем. Ну здесь как бы нужно понимать, что в продуктах Herbalife не содержится похудительных веществ. Это функциональное питание, содержащееся, как я уже 150 раз вам говорил, еще раз скажу, мне не трудно, белки, полезные жиры, углеводы сложные, клетчатка, витамины, микроэлементы. Это то, что дает организму в чем он нуждается. И когда это поступает, да, организм себя начинает лучше чувствовать, но это недостаточно для того, чтобы снижался вес. Нужно слушать консультанта, что он вам говорит. И консультант наверняка вам говорит, что нужно создать дефицит калорий, нормализовать адекватное количество приемов пищи. 3-5 приемов пищи должно минимум в день быть. Потом нормализовать водный режим. Ну, про сбалансированный завтрак Herbalife я уже не говорю. Про норму белка, что нужно стремиться к норме белка. Об этом тоже вам консультант скажет. И, конечно же, это немножко физической активности, а любой абсолютно. Не обязательно покупать в фитнес-центр какой-то там абонемент или еще куда-то. В бассейн, например, можно просто использовать ноги и пол для того, чтобы создать себе некую физическую активность. Все, ходим, бегаем и делаем зарядку хотя бы по утрам. Этого уже в принципе будет достаточно, чтобы ваш результат каким-то образом активировался и вы начали к нему стремиться. Как же работает Herbalife? Это продукты, которые, как я сказал, содержат в себе питательные элементы, и это на клеточном уровне усваивается организмом. И только тогда клетка начинает выполнять свои функции. Четко, так как заложено природой. Если процесс не нарушать, все будет прекрасно. И самочувствие, и внешний вид, и долголетие. Простыми словами, мы воспитываем клетку. То есть мы это 100 триллионов клеток. И насколько питание клеток будет качественным, настолько наша жизнь будет качественной. Изменяет ли Herbalife привычки питания? Да, безусловно, он помогает и положительно влияет на наше пищевое поведение. Когда у нас долгое время в дефиците полезные белки, жиры, сложные углеводы, витамины, минералы, как я уже 150 раз вам это повторил, у нас происходит нормализация усвоения питательных веществ и тем самым ослабевает тяга к жареному, мучному, сладкому, соленому. Простыми словами, это все благоприятно влияет, и в долгосрочной перспективе у человека полностью формируется адекватное восприятие и пищевое поведение. Почему Herbalife не продается ни в аптеках, ни в магазинах? Ну, ответ на самом деле прост. Мы продаем не баночку Herbalife, мы продаем результаты. Консультанты Herbalife — это обученные люди, которые помогают
людям сформировать рацион питания своим клиентам, помогают научить их адекватно пользоваться продуктами сбалансированного питания и тем самым ведет консультант клиента от момента знакомства с продуктами до конечного результата и после, то есть процесс достижения результата и удержания результата. Это очень важно. Тем самым, если будет продаваться в аптеке или в магазине, такого контроля, соответственно, не будет. Но об этом мы еще сегодня поговорим. Если продукты компании Herbalife помогают в решении вопросов самочувствием, здоровьем, то почему эти продукты, скажем, могут реализовываться через обычного человека, который не является медицинским работником? Ну, здесь можно ответить другим утверждением, что продукты Herbalife это не лекарственные препараты, это функциональное питание, которое наравне с обычными продуктами из магазина помогает нашему организму получать питательные вещества. Просто разница лишь в том, в магазине мы покупаем продукты с пустой пищевой ценностью, а в компании Herbalife продукты как раз с высокой питательной ценностью. Вот и вся разница. Те продукты не приносят никакой пользы, в каком бы количестве мы их не ели, а эти продукты приносят пользу. И для распространения этих продуктов не обязательно иметь высшего медицинского образования, достаточно лишь обучиться на консультанта по питанию. И сейчас, если относительно 90-х годов мы смотрим квалификацию консультантов, она вообще тогда отсутствовала, сейчас на очень высоком уровне. И компания за этим очень-очень серьезно следит, потому что это имидж компании, имидж продукта, бренда. Поэтому эти продукты, как дисклеймер, не являются лекарственным средством. Это функциональное питание, полноценные заменители пищи и биологически активные добавки. Почему продукты Herbalife? Ведь много других продуктов функционального питания. Да, конечно, на самом деле больше 2000 разных фирм производит спортивное и функциональное питание. Да, полноценные заменители пищи. Но знаете, чем они отличаются от компании Herbalife? Качеством. Компания Herbalife очень мощная компания, которая не только производит продукты питания, но еще их сертифицирует. Ни одна компания не может похвастаться тем, что в 96 странах мира на уровне Министерства здравоохранения каждой страны это все было одобрено, проверено и сертифицировано. И не в каждой стране продукты, те фирмы, которые производят продукты функционального питания, не проводят сертификацию и клинические исследования. Компания Herbalife проводила клинические исследования не только в нашей стране, в Институте питания РАМ, но и в других странах. То есть это говорит о многом. И компания, почему следит за качеством? Потому что есть на то серьезная база. Это начиная от сырья собственного производства, сырья собственных фабрик, лабораторий и до конечного потребителя доходит тот продукт, который действительно приносит результаты. И вы можете пользоваться, конечно, другим продуктом, но ожидать такого же результата, увы, мы не гарантируем. Пользуясь продуктами компании Herbalife, действительно вы можете полноценно рассчитывать на ожидаемый результат, если, конечно, вы соблюдаете рекомендации консультантов по питанию. Также часто слышу, что это дорого. Продукты Herbalife это дорого. Но если разобраться, одна порция коктейля на сегодняшний день стоит около 115 рублей. И что вы получаете? Если вы возьмете продукты из магазина в тот же прием пищи, например, завтрак, вы же тоже будете что-то покупать, есть. И тем самым вы сопоставите питательную ценность текущего вашего рациона и то, что вы получите. Ну, согласитесь, за 115 рублей лучше уж получать питательные вещества, чем их вовсе не получать и идти к своей цели медленно, но верно, чем оставаться, в принципе, в той ситуации, в которой вы остаетесь сегодня. И, ну, если посмотреть с другой стороны, конечно, когда вы покупаете продукты Herbalife, вы же не как булку хлеба купили, который съели за 1,5 дня. Вы покупаете на какое-то длительное время, если тем более программу берете. Это, если, допустим, ну, типичный такой пример. Человек ходит, покупает в магазине
макароны или гречку, да, ему говорят, не бери одну пачку, бери сразу 10 пачек. Ты же все равно придешь в течение месяца, двух, вы все равно придешь и возьмешь те же самые 10 пачек. Но он не будет брать, он скажет, ну как бы мне дорого сейчас, допустим, нет у меня 1000 рублей, например. Вот здесь примерно та же самая аналогия, вы поняли идею. И все познается в сравнении. Если за 115 рублей ваше самочувствие улучшается, а за 200 рублей нет, то, ну, наверное, надо пересмотреть свою картинку мира. Есть ли сертификаты на продукты Herbalife? Да, безусловно, на каждый продукт, продаваемый в России или в какой-то другой из 96 стран, в каждой этот ассортимент сертифицирован. И любой сертификат доступен в свободном доступе на сайте herbalife.ru. Это официальный сайт-каталог, где вы можете посмотреть и описание о продукте, и как применять, и в том числе сертификаты. Также дополню, как я уже сказал, клинические исследования были проведены в Институте питания РАМ и еще в 4 странах мира. То есть любой сертификат также можете потребовать у своего консультанта, дистрибьютора, который вам продал продукт. Скептически настроенные люди утверждают, что сертификаты в нашей стране можно купить. Но я не думаю так, что институт питания можно купить, ведь все-таки это здоровье нации, и те продукты, которые являются экспортными, да, они проверяются гораздо тщательнее, нежели те, которые произведены здесь, на нашей территории, тем более по какому-то ТУ, не говоря уже на других каких-то подпольных производствах. Поэтому в 96 странах невозможно купить все сертификаты. Лучше один раз сделать качественный продукт, который пройдет все исследования и получит все сертификаты, которые только можно получить. Поэтому качество, как я уже сказал, у компании это приоритет. Herbalife это наркотики? Они вызывают привыкание? Ну, здесь на самом деле еще смешнее. Поднимитесь чуть выше, пересмотрите то, что я до этого сказал. Что содержится в продуктах Herbalife и как это работает на организм, на клеточном уровне. И сами посудите, наркотики они стоят гораздо дороже. То есть если вы возьмете порцию, как я уже сказал, да, за 115 рублей вы не купите таких наркотиков, да, которые бы, скажем, как-то вызывали какое-то привыкание, зависимость или еще что-то такое. Поэтому вообще, в принципе, человек привыкает к хорошей еде и то же самое привыкает к плохой еде, но только последствия разные, да? От хорошей еды организму лучше, от плохой еды организму, соответственно, хуже. И каждый сам решает, что для него наркотики. То, что он ест, например, каждый день колбасу и не может уже ни дня без колбасы и чего-то там еще, печенье, например. А другой ест Herbalife, например, и вы можете сказать, что он сидит на Herbalife. Я могу сказать, что вы сидите на колбасе и на сосисках, и на овсянке, и на хлебе постоянно, ну, на много чего, да. Здесь маленько по-другому нужно подходить. Это продукты питания, и они не вызывают никакой зависимости, просто потому что это питательные продукты, содержащиеся только натуральные компоненты, макро- и микроэлементы, вот и все. Herbalife мне не нужен. Я могу заниматься спортом и самостоятельно похудеть. Отлично, вы можете. Но спросите себя, когда я последний раз был или была в спортзале? Вот так сразу, не меняя привычки питания, тяжело себя заставить заниматься 3 или 4 раза в неделю и организовывать себе расход калорий. Вот когда вы ходили? Я наверняка уверен, что у многих есть абонемент, который не дохожен даже наполовину в какой-то фитнес-клуб, но он был куплен с надеждой, что я смогу. Когда у нас не сбалансирован рацион, увы, гормональный фон перестраивается так, что наоборот вызывает антижелание заниматься спортом. Вообще не хочется организму этого делать. Хочется отдохнуть, восстановиться. Ни о каком спорте речи быть не может, в принципе. И компания Herbalife, которая производит продукты функционального питания, помогает людям как раз-таки адекватно сформировать рацион, сформировать приход калорий. Один раз нужно выстроить приход калорий, чем все время думать о расходе калорий, как его себе организовать. Такой пример. Допустим, есть девушка. Чтобы ей худеть, ей нужно примерно 1500 килокалорий. Чтобы у нее вес не снижался, ей примерно нужно 1700-1800.
Поскольку у нее сейчас рацион не нормализован, у нее примерно около 200-2200 получается из питания. И вот она пошла на тренажеры, стала заниматься, на беговой дорожке бегает, примерно тратит 300-350 килокалорий. И съедаем там и 2200. Если мы вычтем 2200 минус 300, да, условно, у нас получится сколько? Соответственно, получится все равно больше, чем нам нужно, чтобы вес снижался. На чуть-чуть, но больше. И этим самым у нас вес, он будет набираться, но не с такой интенсивностью, как бы если мы просто бы сидели на диване и не занимались спортом. Поэтому вот этот вот миф и заблуждение, что я буду заниматься много и я буду худеть. Те, кто ходил в спортзал, вы наверняка худели и не намного. И надолго вас не хватало. И не пойдете больше, потому что этот опыт был негативный. Ну вот и все. Попробуйте поменять привычки питания, и тем самым возникнет желание заниматься физической активностью, появится больше энергии на это. Кто-то утверждает, что коктейли Herbalife невкусные. Ну, конечно, здесь на вкус и цвет все фломастеры разные, как говорят. Но если мы посмотрим линейку, на сегодняшний день у нас 9 вкусов. Их можно миксовать между собой, их можно комбинировать с ягодами, фруктами. Это очень большое, невероятное количество просто коктейлей, которые можно получить и модифицировать вкус под себя, прям такой, какой надо. На какой основе хотите? На молоке, на воде. Кто-то, возможно, сделал на воде, ему невкусно. И он написал во весь интернет, что они невкусные. Хотя это был один какой-то вкус. Остальные 8 он вообще не пробовал и даже не знает о их существовании. И думает, что все невкусное. Пожалуйста, если вы, допустим, не можете пить в какой-то форме, в жидкой, можете сделать себе полезную, приготовленную какую-то пищу, просто обогатив ее питательными веществами, которые содержатся в коктейле. И все. И таким образом у вас уже будет уже результат, будет уже какие-то сдвиги в сторону улучшения самочувствия. Ну, попробуйте. Вы просто наверняка еще не знакомились с продуктами компании. И, кстати, еще хочу отметить такой момент, что наши вкусовые и обонятельные вот эти восприятия, они напрямую зависят от того рациона, который у нас есть. И от микроэлементного состава, который поступает в наш организм каждый день. Если вообще ничего не поступает, то я вас уверяю, когда вы начнете хотя бы пользоваться витаминами и алоэ, у вас уже намного поменяется вот восприятие к пище, к запахам, тем, которые вы раньше вообще не могли терпеть. И тем более, я уверен, я из практики знаю, что люди начинают подключать те продукты, которые раньше, в принципе, они себя с ними не ассоциировали никак. Сейчас это у них есть. Чуть выше мы говорили о том, что почему не продается в магазинах, да, и аптеках. Я говорил один аргумент. И сейчас я скажу, почему не продается в аптеках Herbalife, если он такой целебный, как многие говорят. Но про утверждение я уже сказал, да, что это не лекарства, не какие-то препараты. Это функциональное питание. Это та еда, которая обогащена питательными веществами, которые делают работу на клеточном уровне. Надеюсь, вы это запомнили. И сейчас я вам скажу, почему в аптеках не продается, если все-таки это как бы рекомендовано, да, каждому человеку. Почему? Потому что аптека, она не заинтересована в конечном результате продаваемого им продукта. Что это значит? Что вам никогда не позвонят из аптеки и не спросят, помог ли вам вот этот вот препарат, который вы вчера у нас приобрели, все ли у вас хорошо, побочных результатов каких-то нет, ваше самочувствие улучшилось. Такого нет, не будет никогда. Компания Herbalife, она имеет другую политику. Здесь напрямую вы приобретаете у консультанта, то есть он заинтересован в вашем результате, в получении и научении вас пользоваться продуктом. Он вам позвонит и спросит, как у вас что, по 150 раз это сделает, спросит, что вы кушаете после, до, как у вас происходит, спросит, какой у вас стиль жизни. И только так совместно вы получите результат.
Если бы он продавался в аптеке, соответственно, и репутация бы продукта упала, и, естественно, качество бы пострадало, потому что наверняка бы включился механизм подделывания продукта, потому что компания с большим оборотом и с хорошим именем, 40 лет уже компания существует, это действительно лидер wellness-индустрии, я не побоюсь этих громких слов, потому что уже из года в год в разных номинациях компания занимает первые места. Если вам интересно, зайдите на официальный сайт herbalife.ru и посмотрите информацию о компании, о продуктах и о достижениях. И там есть рубрика СМИ, где вы можете более подробно узнать, что вообще такое Herbalife, и сформировать картинку, которая, я думаю, вас приятно удивит. На сегодняшний день по-прежнему некоторые считают, что Herbalife это что-то там, примерно как было в 90-х. Примерно, да, у них образ репутации того времени остался. Почему так получилось? Забегу вперед, скажу, это совсем не так уже сегодня. И почему так получилось? Потому что у нас в 90-е годы, в принципе, люди выживали. Они старались заработать на всем, что только можно, на чем только можно заработать, продавали все, что можно было продать. И вот эта новая дистрибьюторская деятельность, она заключалась, просто купи у меня и все, вот это продукты для похудения, ешь их. И человек ел и не получал результат. Потому что, в принципе, когда ты пьешь коктейль и закусываешь булочкой, например, или бутербродом с колбаской, с хлебушком, то, в принципе, ожидать каких-то серьезных изменений, тут наивно. И вот как раз таки необученные консультанты, в принципе, они и не хотели даже обучаться, им нужно было продавать быстро и много. Вот и все. И тем самым у нас, у людей сформировалось, в основном у старшего поколения, новые люди, молодые, как мы, я вообще в принципе не знал ничего плохого о компании. Если кто-то мне говорит, что компания плохая, это, как правило, те люди, которые не знают, не оперируют они фактами, они оперируют слухами и доверяют они, соответственно, не тем источникам. Сейчас компания взяла под строгий контроль, прям строжайший контроль, и квалифицированно обучает людей. У нас несколько раз в месяц происходит онлайн обучение, где присутствуют опытные диетологи, психологи, те люди, которые помогают нам разобраться вообще в нутрициологии, питании, как пользоваться продуктом, из чего состоит, как помочь в этом случае, как помочь в другом случае. Поэтому здесь не все так просто, как многие думают, что дистрибьюторская деятельность это вот просто купил и продал. Да, можно так заниматься, но если человек в системе, а его желательно познакомить с вышестоящими консультантами, со школами питания и подключить его на активность, тогда, в принципе, да, если он самостоятельный, обучаемый, он освоит эти знания и без вашей помощи. Но в любом случае, когда вы покупаете продукты Herbalife, консультант по питанию, в принципе, должен вас научить. Это входит в стоимость продуктов, и вот вы потребуете от него, чтобы он вам помог разобраться и проконтролировал какое-то время вас, чтобы вы получили результат, пока вы не научитесь самостоятельно, не можете уже изнутри понимать, что да, я уже самостоятельно, в принципе, могу сам себе и еще кому-то помочь. Возможно, вы хотите уже освоить деятельность консультанта. По вопросам деятельности консультанта, пожалуйста, пишите мне в личку, контакт есть, WhatsApp есть, или через сайт, там есть Telegram, или через форму обратной связи на сайте. Что произойдет, если посередине процесса мы прекратим пользоваться продуктами компании Herbalife? То есть вот процесс снижения мы с помощью продуктов Herbalife остановили, и тем самым что произойдет? Да? По большому счету ничего не произойдет, если вы будете потреблять столько калорий, сколько будете их тратить. Соответственно, понятно здесь, да, если будете потреблять больше, соответственно, вес будет набираться. Если будете меньше, то, соответственно, снижаться. Но здесь нужно понять еще одну вещь, что важно, в принципе, дойти до результата. Многие люди не дохудевают, скажем так. Не похудели настолько, сколько, в принципе, изначально им нужно было. Есть, в принципе, вес ТРО. Можем примерно определить, насколько нужно человеку снизить вес. Если он снизил всего лишь на 30% от предполагаемого количества,
то, соответственно, есть вероятность, что человек так и будет всю жизнь туда-сюда эти плюс 3, плюс 10 килограмм гонять. Поэтому важно получить результат такой, который нужно, обсудить это с консультантом, насколько мне нужно похудеть, потому что часто человек думает, что мне всего лишь надо там, ну хотя бы 10 килограмм, но он не думает о том, что он даже не надеется больше на том, что можно 30 снизить, да, он говорит хотя бы 10. Ну, когда 10 случилось, тут как бы уже идет речь о дальше, да, как давайте еще на 10. Но изначально мы ставим цели, конечно, большие, но и делим их на маленькие отрезки. И консультанты, как правило, говорят, что давай будем сперва идти от малого к малому, то есть по чуть-чуть. Тем самым процесс снижения веса будет комфортным. И чтобы не было возврата, нужно дойти до цели. Ну, как я уже изначально ответил на тот вопрос, да, действительно ничего не будет, но о самочувствии, конечно, ну, здесь другой вопрос, потому что те питательные вещества полезные, которые у вас были с продуктами Herbalife в рационе, вы, соответственно, это убрали, ну и что-то взамен поставили, или не поставили вовсе. То есть организм стал в дефиците чего-то. Ну и, конечно, в процессе люди спрашивают, и что мне теперь всю жизнь питаться вот Herbalife, да, или какими-то другими продуктами Herbalife. В принципе, такая возможность исключена. Если ваша физическая активность и диета, и образ жизни позволяет вам контролировать вес, вы себя прекрасно чувствуете, пожалуйста, вы можете пользоваться другими продуктами и формировать свой рацион таким, каким вы хотите его видеть. Но все должно быть определено в сравнении, и если вы вдруг поняли, что действительно ну, вот этот рацион, который вы сформировали, якобы утверждаете, что он полноценен, и все-таки это не приносит вам активного образа жизни, энергии для совершения каких-то дел, соответственно, вы не можете быть продуктивным, то, однако, можно полагать, что все равно таки это не одно и то же. И те люди, которые прекращают питание Herbalife, пожалуйста, вы можете прекратить, можете полностью отказаться, можете оставить один коктейль дома для разнообразия, чередовать или менять, или устраивать разгрузочные дни, как вам угодно. Но имейте в виду, что когда вы пользуетесь продуктами Herbalife, вы получаете питательные вещества, которые в принципе у многих в дефиците, и им желательно бы эти питательные вещества получать. Но из обычных продуктов, увы, на сегодняшний день тяжело это все сделать, потому что их нет в том объеме, в котором мы предполагаем, что они есть. Например, то же яблоко, чтобы получить то, что заявлено в справочнике по питательным веществам, нужно съесть не одно уже, а 4. Соответственно, ну, примерно то же самое с другими продуктами происходит. А некоторые производители умышленно, может и неумышленно, уменьшают питательную ценность этих продуктов. Ну и двигаясь дальше, соответственно, вопрос, сколько долго, как долго можно питаться продуктами Herbalife. Если компания существует уже 40 лет, то наверняка есть люди, которые питаются этими продуктами с самого основания этой компании. Да, действительно, есть такие люди, первые дистрибьюторы, они и до сих пор первые дистрибьюторы, и они пользуются продуктами компании Herbalife. И лучше себя чувствуют, выглядят относительно своих сверстников лет на 10-15 моложе. Ну и я лично знаю тех людей, которые пользуются уже 20, 25, 30 лет продуктами Herbalife Nutrition. Поэтому если вы ориентируетесь на то, чтобы жить долго и качественно, быть всегда активными, в старости не быть обузой для своих детей, внуков, то наверняка нужно задуматься о том, что вы едите сегодня. Когда я работаю с людьми, часто спрашивают новички, а вот на одной и той же программе вот я также буду, как Маша, худеть так же быстро, за 3 месяца там, насколько-то там похудею. Ну, все индивидуально, конечно, да, все будут на одной и той же программе стройнеть по-разному. Почему? Потому что до этого у нас жизнь была у всех разная, образ жизни сейчас отличается между собой, и усваиваемость питательных веществ, вообще пищи, в принципе, процесс пищеварения у нас выстроен по-разному, хотя концепция-то она одна, но работает-то все по-разному, поэтому то, что работало с Машей, невозможно сработает
с нами, потому что здесь нужно индивидуально. Для этого консультант в принципе и нужен, чтобы вам помочь разобраться и под текущую ситуацию дать комментарии, потому что это очень важно. Мы же как, что-то у нас случилось с организмом, там, допустим, поменялся стул, там, или наоборот, стал реже, или самочувствие не очень. Ну, кому вопрос будем задавать? В интернет пойдем? Конечно, первым делом люди идут в интернет, но если у них консультант есть, они ему будут задавать вопросы. И когда мы снижаем вес с большой массы, соответственно, у больших людей много уходит сразу. Но, как правило, потом наступает плато. Вот если вы плато проходили, его в принципе можно избежать, когда мы с консультантом равномерно, планомерно, не интенсивно, не устраиваем пике в снижении веса, а потом не можем долго пробить плато. Это когда стабилизируется вес, и хоть ты тресни, он никуда не уходит. Поэтому все индивидуально, и нужно смотреть и объективно смотреть. Самостоятельно вы смотрите на себя субъективно, и вы думаете, что вроде все правильно делаю, вроде рекомендации все те же самые, и воды пью столько, и у меня тут Гербалайфа много, и то, и все, и пятое, десятое. Но я думаю, ответил на этот вопрос. Все будет индивидуально. Почему врачи не рекомендуют Гербалайф, а иногда вообще говорят, вам нельзя Гербалайф? Да вы что? Да это то, пятое, десятое. Ну смотрите, врачи это люди, которые в принципе так же как мы с вами ничего, возможно абсолютно вообще ничего не знают о Гербалайф или слышали то, что я говорил чуть выше, как было в 90-х, и у них вот этот вот образ остался, то что это ну или какие-то слухи, или какие-то мнения, или опять же они также в интернете читают, как мы с вами информацию получают, стараются там якобы истину найти. Вот у них есть вот это понимание. Ну и другой момент, самый важный, поскольку у них в инструкции, ну скажем простыми словами, в инструкции по работе с людьми, где есть определенный ряд действий при определенном диагнозе, симптомах и так далее, что они должны предпринимать, Гербалайфа в списке у них нет. То есть точно так же нет, как есть по утрам овсянку там или еще что-то. Да, когда диетолог работает с пациентом уже, который уже какие-то последствия перенес операцию, может готовиться к операции, да, ему говорят, что нужно есть при таких-то случаях. Ну, то есть все разные, и ситуации разные, и диагнозы разные. Так вот, а обычный врач, допустим, терапевт возьмем, у него нету в инструкции, и если он скажет, ну можно тебе Гербалайф, почему нет? А когда вдруг что-то произойдет, и человек будет винить Гербалайф, и также он будет винить этого врача, который разрешил якобы пользоваться. И с точки зрения, ну как юридической точки зрения, получается, врач, он себя подвергает вот такой опасности, что ему могут предъявить в случае чего. Поэтому, чтобы себя обезопасить, он не разрешает это. И все. Он не разбирается, полезно или не полезно. Он просто говорит, не надо тебе это. Есть вот препараты, ты, пожалуйста, воспользуйся, вылечись, уйди, а там делай, что хочешь, пей, что ешь, что хочешь. И когда мы в магазин идем, мы же не спрашиваем врача, а можно мне с полочки взять вот там-то там печеньки, вот такие-то лежат фирмы такой-то, можно ли? Да, ну тут как бы врач скажет, ну как бы ваше дело, берите, хотите, ешьте, хотите, нет. Пожалуйста, рекомендации по лечению соблюдайте, и все будет хорошо. И другой момент еще есть, что когда человек хочет, действительно, он понимает, что Гербалайф это полезно, да, он адекватный, он уже посмотрел форумы, возможно, посмотрел какие-то мои видео, он уже сформировал правильное восприятие, и у него есть какие-то противопоказания, да, ну, потому что возраст, возможно, какие-то заболевания случившиеся, может, хронические обострения какие-то. Он должен прийти к этому своему врачу лечащему, снять этикетку с банки. Ну и в принципе сейчас не надо снимать. Зайдите на сайт herbalife.ru и вы на любой продукт увидите этикетку. Вы ее распечатываете с нутриентным составом, сколько белков, жиров, микроэлементов и так далее. Приносите ему, ложите на стол и спрашиваете: доктор, среди вот этих нутриентов, микроэлементов, компонентов, как хотите их назовите, есть те, которые мне нельзя? Если он скажет нету, значит это вам можно.
ну, в принципе, да, и он посмотрит, если, допустим, скажет, ну, послушайте, здесь какой-то компонент, он есть вот в том лекарстве, которое я вам прописал, например, тогда он уже прокомментирует как-то этот вопрос. В любом случае, если у вас какие-то есть отклонения от нормы, а мы работаем с условно здоровыми людьми, и мы делаем так, чтобы человек, наоборот, не попал к врачу, в принципе, это не нужно делать, да, у нас не цель как-то сделать так, чтобы человек попал к врачу. Наоборот, сделать его питание таким, и образ жизни таким, и, соответственно, у него и самочувствие улучшится. Многие болезни вообще обратятся вспять, то есть все организм сам уберет. И много механизмов существует, которые помогают нам восстанавливаться и решать даже серьезные отклонения в здоровье. Поэтому то, что я сказал, для того, чтобы начать пользоваться, проконсультируйтесь вот таким вот способом. Если у человека непереносимость молочных продуктов или животного белка какого-то, ну, возможно, да, и есть, конечно, исследования, которые помогают определить, какой именно аллерген, на что, и тем самым исключить. У нас в компании есть разные продукты, есть, которые содержат только растительный белок, есть, содержат только животный белок, а есть комбинация, баланс и растительного, и животного. И приготовить вы их можете как на воде, если вы не переносите молоко или вообще в принципе не хотите связываться с молочными продуктами, или на каком-то другом продукте, который, ну, не содержит вот этих вот молочных компонентов. Вот и все. Есть другая ситуация. Просто молоко не любит человек, а ну, адекватно переносит кислые молочные продукты или любит их. Но здесь тоже такой непростой вопрос. Оно все должно быть в меру. И на нем тоже можно делать, это как основа, свое функциональное питание, формировать разные приемы пищи, комбинировать их между собой. Какие продукты нужно использовать, если у нас какая-то отечность или, может, аллергическая реакция, да, вот в таком виде. Конечно, если аллергическая реакция, нужно непосредственно устранить причину, найти тот аллерген, который вызывает, ну и, возможно, это само собой решится. Если мы отекаем, в принципе, какие продукты, да, ну, сейчас я расскажу. Ну, изначально нужно сперва посмотреть вообще, что у вас в рационе, какой у вас водный режим. И да, специализированные продукты, они помогают отчасти, но нужно посмотреть, как вообще строится рацион питания, режим питания. И уже есть продукты, да, целый УЛОС, который помогает выведению излишков жидкости и нормализации водно-солевого баланса. И формула-2, это комплекс витаминов, как для мужчин есть, так и для женщин. Ну и само собой коктейль формула-1, который содержит и микроэлементный состав, и макроэлементы, белки, жиры, углеводы. То есть вот это вот важно, это основа, в принципе, можно как основу использовать, и тогда, да, действительно ситуация может быть гораздо лучше. Но все же обратиться к консультанту и в целом посмотреть, что у вас происходит и как вам можно помочь, а уже дополнительно переходить к специализированным продуктам питания, потому что есть основа, есть базовые программы, а есть уже функциональные биологически активные добавки. Ну и касаемо вот этих вот тем по здоровью, медицину, диагнозы и так далее, часто спрашивают, можно ли их рассматривать в качестве альтернативы медицинским препаратам, ну, поскольку они же помогают улучшить самочувствие, да. Смотрите, здесь нужно четко понимать, что это не препараты для лечения каких-то проблем. Это вам подскажет только ваш лечащий врач, потому что есть те ситуации, когда нужно конкретно решить проблему. Если ее не решить, ну, возможно, будет исход очень печальный. И надеяться на то, что питанием вы нормализуете, но это надо было, ну, как говорится, заранее делать, потому что то, что было 15 лет, мы целенаправленно и умышленно портили здоровье, и сейчас вдруг мы решили сбалансированно питаться, здоровый образ жизни включить, а когда надо уже решать проблему, соответственно, нельзя так поступать, нужно следовать рекомендациям своего врача и уже
вторично уже, конечно, желательно поменять привычки питания, потому что если, да, допустим, вы решите проблему с здоровьем, диагноз какой-то, все, вы вылечитесь, вы молодцы, но если этот урок вы не усвоите, следующий урок будет намного серьезнее и может даже быть трагичным. Допустим, ситуация, если человек пользуется продуктами Herbalife и, допустим, прекращает, ну вот он настроил все обменные процессы, как я уже сказал, все хорошо работает, не испортятся ли, если они отменятся, то есть не будет этих питательных веществ. В принципе, ничего такого плохого не будет по одной простой причине. Если вы будете стараться придерживаться общим рекомендациям и, ну, в принципе, более здоровый, адекватный рацион себе формировать, то в долгосрочной перспективе никаких серьезных изменений не будет. Да, конечно, если, допустим, возьмем ситуацию, человек питается сбалансированно, у него есть все микроэлементы, все нутриенты в течение, ну, всех его лет жизни, а у того человека было только до 50 лет. Все то же самое, но до 50 лет. То, соответственно, ну, можно предпрогнозировать, что тот человек, который прекратил получать питательные вещества и витамины, и минералы, ну, при этом также активен, что-то там сам себе делает, старается не портить здоровье умышленно, ну, возможно, проживет он, ну, лет на 10 меньше, чем тот, который помогает организму, вкладывает в него. И качество жизни, да, тот старится может быстрее, но в принципе, если белка в дефиците в организме, по большому счету, у нас и кожа лица быстрее морщинится, и вода усваивается не так, как должно. Ну, все обменные процессы, они, ну, в принципе, со временем нарушаются. А если человек более, скажем так, любит себя, да, вкладывает в себя больше и следит то, что он ест, и какого качества это питание, ну, соответственно, у него и внешность будет лучше, и качество будет жизни лучше, ну и долголетие, соответственно. Давайте сразу еще уточним, что продукты Herbalife, они не продукты для лечения каких-то болезней, диабет, еще какие-то сердечно-сосудистые. Это если у вас уже есть проблема, конечно, нужно сперва ее решить в медицинском учреждении и вторично уже налаживать питание. Это не лекарства, и лечиться ими, ну, это, в принципе, если есть уже обострение, конечно, это, ну, нецелесообразно, как минимум. Если у человека есть какие-то заболевания, уже хронические заболевания, например, почек, но есть же проблема еще, лишний вес или еще какие-то проблемы самочувствия и так далее. Ему хотелось бы подключить продукты функционального питания, и не будет ли негативных реакций на уже текущие хронические заболевания. В этом случае, как я уже говорил, мы идем с этикеткой к своему лечащему врачу, и он уже делает выводы, можно ли вам вот эти продукты подключить в рацион и помогут ли они вам. Если у человека диабет, ну, примерно та же ситуация, что и выше с почками. Если у человека диабет, но хочется использовать программу контроля веса или снижения веса, какие продукты можно ему использовать? Ну, в принципе, в целом, конечно, ситуация такая же, что мы все продукты показываем своему врачу, но если из практики, допустим, то многие люди отмечали у себя, я про диабет второго типа, да, то, что подключив коктейль Формула-1, омега-3, это, ну, все вы знаете, омега-3, рыбий жир, и комплекс витаминов, нормализовав водный баланс, соответственно, у них уже намного лучше самочувствие, чем у тех, кто не использует это функциональное питание. Те люди, которые набирают мышечную массу, конечно, интересуются вопросами, а так ли хорош растительный белок, в частности соевый, и животный, то есть изолят сывороточного белка, как они в сравнении, одинаково ли хороши? Да, в принципе, по аминокислотному составу они практически идентичны, просто растительный белок, он усваивается чуть дольше, чем животный белок, именно изолят сывороточного белка. И если мы говорим о том, подходит ли для того, чтобы нам набирать сухую мышечную массу на растительном белке, в принципе, конечно, это подходит. Поэтому те люди, которые
ну, относится к разряду вегетарианцев, например, у них питание такого стиля, пожалуйста, вы можете использовать, например, коктейль Формула-1. Если вы приверженец традиционного питания, то вы можете любой из тех продуктов, которые организм ваш адекватно воспринимает, потому что не все хорошо переносят изолят животного белка, в частности сывороточного белка. Но есть у нас специализированный продукт Формула-3, который содержит и растительный, и животный, такая комбинация. И работает это уже маленько по-другому, поэтому стоит и присмотреться к этому продукту. Если вы спортсмен и вас интересует, есть ли в продуктах какие-то запрещенные препараты, что повлияют на показатели при допинг-контроле, я вас уверяю, все ингредиенты, которые используются при производстве продуктов, они безопасны и они не входят в список запрещенных при результатах антидопингового контроля. И все это разрешено Всемирной вот этой комиссии, антидопинговой комиссии, которая проверяет вообще в принципе все продукты. Ни у кого из наших ведущих мировых спортсменов никогда не было проблем, и компания как раз таки это тоже держит в приоритете, потому что это все же также репутация, о которой мы уже сегодня много раз говорили. Наверное, это будет больше интересно спортсменам, потому что они все сравнивают со спортивным питанием и спрашивают, есть ли какая-то разница, да, между теми аналогами, которые содержат L-аргинин в своих спортивных добавках и относительно нашего Nightworks. Ну, нужно понимать, что Nightworks и его состав, ингредиенты — это в принципе запатентованная формула, которая помогает выработке оксида азота, да, в организме для того, чтобы, ну, в принципе, наши сосуды стали эластичными, в принципе, помогает нормализовать давление. Ну, об этом есть другое видео. Но суть в том, что есть ряд компонентов, микроэлементов, которые пролонгируют это действие, то есть это все дольше длится. Если в том случае у тех производителей продукта он работает вот здесь и сейчас, то потом он уже перестает работать, потому что у него действие кончается. Нету такого баланса и компонентов, то есть продуман по-другому. Поэтому и сравнивать их в принципе не имеет смысла. Каждый продукт в компании решает свою конкретную задачу. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы по конкретному продукту, пожалуйста, задавайте вопросы. Можете писать в комментариях. Будем обсуждать, я буду делиться и, возможно, давать какие-то ссылки на ресурсы, где более подробно, самостоятельно вы ознакомитесь с этим. Немного хочу затронуть тему того питания, которое придерживаются вегетарианцы. Да, у них есть ряд, скажем так, изменений, ограничений, как хотите назовите. И вот в этом случае, и даже в этом случае, точнее, я бы сказал, можно подобрать из ассортимента продуктов компании Herbalife несколько продуктов, которые им помогут восполнить дефициты, скажем так, облегчат ситуацию и комфортно будут потребляться все элементы, нужные элементы организму. Потому что Herbalife это не только полезно, это еще быстро и удобно. И можно брать с собой всегда, потому что это и портативно в том числе. Не всегда получается нам, и нет времени, и нет ингредиентов, приготовить что-то, и чтобы это все можно взять с собой, это же куда-то еще положить надо. Ну, конечно, решаемо, но все же удобство иногда на первом месте, а экономия времени в сегодняшней ситуации нам очень-очень важна. Поэтому, в принципе, если есть та аудитория, обращайтесь, мы с вами пообщаемся, и я более подробно расскажу. Женщина пользуется, получает результаты, ходит в клуб или в марафоне участвует, и вдруг она беременеет. И у нее встает такой вопрос. На продуктах же написано, что не рекомендуется использовать детям и беременным. По одной простой причине, что в нашей стране исследования на беременных, они не проводились и проводиться они не будут. В принципе, компания считает, что это нецелесообразно в нашей стране делать. В связи с этим проще написать, чтобы не использовали, дабы не быть каким-то крайним, да, и не разбирать потом какие-то иски, чтобы
ну, решить какие-то вопросы. Потому что беременные женщины это очень, скажем так, особая аудитория, и у них все индивидуально. И вот как это будет протекать, ну, это в принципе неизвестно никому. Вот не проводились, да, исследования, как те нутриенты, микроэлементы влияют на состав. Есть ряд фирм, есть фармкомпании, которые делают всякие витамины, они обязаны проводить исследования. Наверняка они проводили, если они рекомендуют это женщинам. Кем-то они одобрены, не знаю кем, но если хотите, используйте. В любом случае, если взять, допустим, меня, да, мою семью, у меня, например, супруга пользовалась и до беременности, и во время беременности, и после беременности. Есть несколько продуктов, которые беременным не рекомендуется, но основные, например, коктейль Формула-1, Формула-3, и, например, кальций и витамины, они как бы как воздух нужны, по идее, нам. Поэтому здесь все, конечно, индивидуально, все на ваше усмотрение. Компания себя защищает в этом плане, и во многих странах этого на баночках нет. А если вы не знали, у нас есть и даже линейка Herbalife Kids, но в нашей стране нет пока это, и возможно и не будет, не знаю. Законодательство у нас, увы, ну, поддерживает несколько другие интересы, которые вам всем известны. Ну и таким завершающим вопросом, в общем, хочу рассказать про состав и снять все вопросы. Давайте для начала разберемся, что компания подбирает ингредиенты не где бы то там, а в основном из собственных полей и собственных плантаций, где выращиваются эти ингредиенты. Потом это тщательно все проверяется. Потом в лабораториях нутрициологи определяют пропорции. Ну, это я с вами логически рассуждаю, как это все должно быть помещено в продукт, чтобы все усваивалось, не мешало одно другому, не вредило организму. В каких микродозах добавить, в каком соотношении, какой белок растительный, соевый, да, какой он. Это не просто соя. Соевый там и соевый здесь, у Herbalife разные соевые продукты, ингредиенты. И чтобы по белку было понимание, что есть белок, но он может быть разный, в разных продуктах по-разному. И результат от этого разный, потому что аминокислотный состав тоже будет разный. И вот компания следит, чтобы он был полноценным, и все это легко усваивалось. Так вот, чтобы наш организм получал питательные вещества, нужно добавить все и сложить в такой пропорции, чтобы поместить в определенное виде сухом или жидком, потому что продукты разные есть, да, и в гранулу, витаминки то же самое, чтобы это приносило пользу. Если написано, вот в составе содержится, допустим, кофеин, допустим, сколько, его столько, сколько нужно, и написано, сколько раз это в день принимать. Консультант тоже об этом скажет. Допустим, написано, что в коктейлях содержится сахароза, например, да? Это тоже аргументировано, это не просто так засунуто туда, это все вот именно добавлено на основании каких-то исследований. И это все сделано так, чтобы это все правильно работало. И добавлено в том количестве, как я уже сказал, например, про сахарозу, чтобы белки усваивались, потому что на усвоение белков нужны углеводы. Поэтому и определенное количество их нужно. И они должны высвобождаться с определенной скоростью. В общем, вот эти все нюансы, они очень важны. И если написано вот так, значит это вот так. Это давно продумано, исследовано. И это безопасно, как я уже моя такая фраза, да, 150 миллионов фраз вам рассказал и еще раз расскажу. Поэтому пользуйтесь. И ну, вот те вот мифы, которые мы до этого все разобрали, и вопросы, и утверждения, основывайтесь на собственном восприятии. Если вы не пробовали, не говорите. Если попробовали, скажите, как это было. Если полностью описывайте ситуацию с вашими, скажем так, недочетами, промахами, недоделками, что вы не слушали консультанта, поэтому ситуация такая, или еще какие-то. Ну, вообще сделайте вывод на собственном опыте, если вы вообще никогда не подключали продукты функционального питания, а тем более продукты компании Herbalife, и вы или подключали что-то и хотите поменять или посмотреть, как было в сравнении, пожалуйста, тоже подключайте.
Ну и делайте все на основании работы с консультантом, потому что все индивидуально, но не приводит к особым каким-то результатам. Об этом я уже говорил вот в этом видео. И если вы хотите действительно результат, посмотрите, и вам все станет понятно, почему сам Herbalife один не работает. И пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и мне будет приятно, если будете смотреть эти видео. И опять же повторю, смотрите тайм-коды и переходите к конкретному вопросу. Всем до встречи, пока!